Вот такие пинетки-ботиночки для малышки. Очень симпатичный цвет, сиреневый, однотонные. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Сегодня предлагаю новую модель пинетки-ботиночки для девочки. Можно их сделать для мальчика, но в данный момент это цвет сиреневый, нежно-сиреневый, очень приятный цвет. И я, видя этот цвет, мне он очень понравился, решила ничего не добавлять для того, чтобы вот именно показать вот эту прелесть этого цвета. Если вы сделаете пинетки другим цветом, то они будут, конечно, для мальчика, мальчикового цвета. Если вам понравилась такая модель, оставайтесь вместе со мной и вяжите вместе со мной, а я начинаю. Для работы мне понадобятся нитки одного цвета. Это сиреневый цвет. У меня они были тонкие, поэтому я добавила еще 2 нити. Это получается у меня будет сложение в 5 нитей. Ножницы. Беру крючки 2 размеров. Этот крючок на 2,10 и крючок меньшего размера. Сантиметр для того, чтобы замерить мою пинетку. 2 маркера. Прослоечка между подошвами, это фетр. Очень хорошо гнется. 4 люверса на каждую пинетку. С каждой стороны по 2 люверса. Люверс на 4 миллиметра. Для того, чтобы закрепить люверсы, мне нужны щипцы подходящего размера. Итак, я приступаю. Ну, пока не забыла, я замерю эту пинетку. Вот у меня подошва длина 10,5, 4 пяточка, 5 миллиметров пальчики, задняя часть от верхней точки до платформы 4,5, передняя часть, максимальная точка, самая высокая, 4,4, наверное, вот так примерно, глубина мысика 3, ширина 4,5 и высота бортика составляет 2 сантиметра. Вязание своего изделия начну с подошвы. Подошва у меня уже связана. Она состоит из 17 воздушных петель. По окончанию работы последний ряд составляет 72 петли. На моем канале есть несколько видео по вязанию такой подошвы, которая состоит из 17 воздушных петель. 2 подошвы абсолютно одинаковые. Они будут располагаться таким образом. Одна будет внешняя подошва, потом прослоечка и потом внутренняя подошва, как слоеный пирог. Убираю прослойку и убираю одну подошву. Сначала намечаю середину на пятке, откуда я начну вязать. Разворачиваю вязание изнаночной стороной, это очень хорошо видно, потому что хвостик. В рядом стоящую петлю вкалываю крючок, и у меня получается вот такой вот симпатичный уголок. Провязываю вместе. Закрепляю, 1 воздушная петля. Теперь вторая петля станет первой. Вот это вторая. Плюс рядом стоящая. Процедура эта будет повторяться до конца. Образовывается вновь уголок. Провязываю вместе столбик без накида. Вторая петля становится первой. Рядом стоящая петля образовывается уголок. Провязываю вместе столбик без накида и так далее. Вот так. У меня образовывается бортик. Очень хорошо виден угол 90 градусов. Открытые петли, за которые я буду привязывать вторую подошву вместе с прослоечкой. А с этой стороны открытые петли, которыми я буду продолжать вязать уже основной бортик. Итак, я провяжу этот нулевой ряд до конца и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, нулевой бортик готов. Мне осталось последнюю заключительную петлю. И я буду вывязывать основной бортик, закрепляющая. И из этой же петли начинаю вывязывать уже бортик. Буду это делать столбиками без накида. Мне нужно связать бортик, который состоит из 5 рядов. 4 ряда будут провязаны столбиками без накида, без убавления и прибавления петель. Вот посмотрите. Мне нужно провязать 4 ряда без изменений. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, бортик из 4 рядов связан, и я начала вязать последний, заключительный 5-й ряд. В 5-м ряду, обратите внимание, я поставила маркеры, 20 петель между маркерами. Я сложила подошву вот именно по самому центру, когда я начинала с воздушных петель, ровненько ее прям вот так разложила всю и отсчитала с каждой стороны по 10 петель. Маркеры должны быть симметричны. В 5-м ряду я убавлю 4 центральные петли.
для того, чтобы мысик был у меня такой закругленный. Это достигается за счет убавления петель. Я начала 5-й ряд. До маркеров без изменения, столбиками без накида. Маркеры в работе не участвуют. Снимаю маркер и петлю под маркером провязываю столбиком без накида. Со следующей петли я буду убавлять. Делать я буду это за переднюю часть петли, за переднюю долю. 1 и 2. Провязываю вместе столбик без накида. Интервал между убавлениями будет 4 петли. 1, 2, 3 и 4. Следующее убавление таким же способом. Вот так. Я сделала 2 убавления, мне еще осталось сделать 2 убавления. Я провяжу это самостоятельно до конца ряда и покажу вам следующий этап работы. Итак, я сформировала бортик, который состоит из 5 рядов. В последнем ряду в 5-м убавила 4 петли. И вот заканчиваю. У меня осталась последняя петля. Я отрезала нить, и чтобы вот эту последнюю петлю не потерять, видите, у меня только половинка, я ее сформирую как полноценную петлю. Вот для того, чтобы она не была такой широкой, я ее подтягиваю, постараюсь, чтобы она была одинаковая, как и другие петли. Беру крючок меньшего размера и аккуратненько спрячу нить, но не полностью. Я ее буду ввязывать впоследствии вязания. Для чего это делаю? Для того, чтобы петля сильно не растянулась. Я ее просто прихватываю вот таким образом, чтобы она у меня в процессе вязания не распускалась. Первый хвостик, когда мы начинали вязать, вот он у меня изнутри, теперь я его выведу наружу. И чтобы он мне не мешал, провяжу его немножко дальше, чтобы при вывязывании подошвы он был примерно где-то на таком уровне, чтобы он не выскакивал. Теперь я начну вывязывать переднюю часть пинетки, это мыс. Итак, для вывязывания мыса я использую маркеры, которыми отмечаю центральные 32 петли. Петли под маркерами в работе не участвуют. Мой мыс будет состоять из 8 петель центральных, вот они. Итак, 8 центральных петель, 32 петли отметила. Петли отмечала таким же способом, как и для того, чтобы убавить 4 петли. Точно так же складывала подошву на середину ровненько и с каждой стороны отсчитывала по 16 петель. Вот что у меня получилось. 32 минус 8 будет 24. 24 поделить на 2, это будет 12 петель. 12 петель это для продвижения и на увеличение моего мыса, так как мой мыс будет в процессе вывязания будет состоять из 12 петель. Итак, я начинаю с 13 петли. Отсчитываю 12 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12. И начинаю с 13 петли за полную петлю. Провязываю первую петлю, закрепляю. Хвостик буду ввязывать в вязание и из этой же петли вывязываю полноценную петлю. 1, 2, 8. Я провязала центральные 8 петель. Чтобы быть уверенной, что я на середине, я обязательно проверяю и советую вам, чтобы мысик не скосило, чтобы потом впоследствии не распускать. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ровно на середине. Продолжаю вязание. Следующие 2 петли соединительные. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью перекрываю первую петлю и начинаю вязание со второй петли. 1, 2, 8 и 9. Новая петля. С другой стороны разворачиваю крючок таким образом, гриф от меня. Ввожу крючок таким образом, подхватываю нить. Провязываю соединительной петлей. Вторая петля точно таким же способом. Разворачиваю вязание, теперь уже на лицо и уже четко видно первая петля, вторая петля. Начинаю вязание со второй петли. 1, 2, 9, 10.
Я уже прибавила 2 петли, у меня 10. И я хочу, чтобы мой мысик состоял из 12 петель. Я провяжу самостоятельно таким же способом. Прибавлю еще 2 петли, чтобы у меня осталось на мысе 12 петель. Я набрала нужное количество петель. На центральную часть состоит из 12 петель. И теперь больше петли прибавлять не буду. По-прежнему первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью перекрываю первую петлю. Вторую петлю пропускаю и начинаю вязать с третьей петли. 1, 2, 11 и 12. У меня по-прежнему осталось 12 петель. Я только продвигаюсь к маркерам вглубь. С другой стороны все точно так же. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. С лицевой стороны уже хорошо видно первая петля, вторая петля и третья. Вторую петлю пропускаю, первую петлю пропускаю и начинаю вязание с третьей петли. 1, 2, 11 и 12. Последняя 12 петля. У меня с каждой стороны осталось по 6 петель. 2, 4, 6. С этой стороны точно так же. Я провяжу 2 ряда самостоятельно. И когда останется с каждой стороны по 4 петли, покажу вам следующий этап работы. Ну вот, у меня с каждой стороны осталось по 4 петли. И я буду вязать немножко иначе. Я буду вывязывать из середины петли. Вот таким образом. Не за целую петлю, вот как я сейчас это делала. А буду вывязывать из середины за заднюю часть петли. Также по-прежнему первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Точно так же разворачиваю без петли подъема. Первую петлю перекрываю, вторую петлю пропускаю и с третьей петли начинаю вязать. Все остается по-прежнему. У меня по-прежнему будет центральная часть состоять из 12 петель. Только последние 4 петли я буду вязать не за полную петлю, а только за половину. 11 и 12. С этой стороны точно так же. Здесь уже проще, так как здесь уже я буду из середины петли провязывать первую соединительную петлю и вторую соединительную петлю. У меня получается вот эти боковиночки, половинки петли открытые. Вот они мне потом в процессе вязания задней части пинетки будут нужны. Итак, я провяжу это до конца, до маркеров и покажу вам следующий этап работы. Итак, мысик готов. У меня с каждой стороны не осталось ни одной петли. Теперь я буду вывязывать язычок. Язычок я планирую сделать шире на 2 петли. Это значит, у меня будет уже 14 петель. Этим самым я хочу, чтобы он в глубину заходил, чтобы запах был больше. Это значит, я с каждой стороны провяжу по одной лишней петле. И с этой стороны, с этой петли 2 вывяжу и с последней вывяжу. Язычок у меня будет прямой. От начала работы до окончания язычка будет составлять 22 ряда. Я провяжу это до конца и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, язычок связан. От начала до окончания язычка у меня составило 22 ряда. Теперь для того, чтобы он выглядел очень красиво, я его обвяжу. Я петлю не отрезаю, а вытягиваю ее вот так в длину. Через эту большую петлю пропускаю полностью все изделие и делаю узел. Хорошо затягиваю. И с самой первой петли делаю протяжку. Натягиваю очень сильно, вот чтобы даже свободно было. И обвяжу язычок со всех сторон. Одновременно протяжку буду ввязывать в вязание. Получается очень ровный, красивый край. Выхожу наверх и из самой последней петли буду вывязывать из одной петли по 2 петли. Этим самым я делаю закругление. Перехожу на другую плоскость. Расправляю, и вот что у меня получается. Так я сделаю до конца, отрежу нить и буду уже заниматься вывязыванием задней части пинетки. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, передняя часть пинетки готова, язычок готов, обвязан. Посмотрите, как симпатично смотрится, закончено смотрится, так как нету никаких выпуклостей, впуклостей, все ровненько. Теперь приступаю к задней части пинетки. Язычок заверну вовнутрь.
чтобы он мне не мешал. И начну вязать со второй петли. Так как мы оставляли здесь 4 петли, 1, 2, 3 и 4. Я начну вязать со второй петли. Вот с этой. Первую петлю пока оставлю. Первая закрепляющая петля. И из этой же петли вывязываю вновь петлю. Формирую полноценную петлю. Хвостик подтягиваю плотненько. Вторая полупетля. И третья. Вот третья петля, она, как правило, всегда очень-очень узкая, такая затянутая. Если вы не сможете основным крючком подобрать ее, то можно взять крючок меньшего размера. Теперь перехожу на полные петли, на основные, и буду вязать столбиками без накида. Полностью от начала и до конца. Мне нужно провязать до конца, до предпоследней петли. Последнюю петлю не забирать, а предпоследнюю петлю провязать. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Я провязала один ряд, последнюю петлю оставила, петля подъема, разворачиваю вязание и пропускаю первую петлю. Я ее просто не буду провязывать, начиная вязание со второй петли. Вот так. Доходя до этой стороны, предпоследнюю петлю пропущу, последнюю петлю провяжу. И тем самым я убавлю одну петлю для того, чтобы были скосы. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Итак, 2 ряда в высоту связаны. С каждой стороны убавила по одной петле. И теперь буду приступать к вывязыванию вот этих трапеций. С этой стороны и с задней стороны. Все они вывязываются по отдельности. Боковая трапеция будет состоять из 7 воздушных петель. Первую петлю провязываю, вторая, 7, последняя. Состоит из 7 петель. Поднимаю петлю и с изнаночного ряда, с каждого изнаночного ряда, с каждой стороны буду убавлять по одной петле. И тем самым я буду пропускать петлю. Первую петлю пропускаю, провязываю вторую. 1, 2, 4. Петлю пропускаю, пятую провязываю. 5 петель. Петля подъема. С лицевой стороны буду убавлять только с одной стороны. Первую петлю провязываю. Вторая. Третья. Петлю пропускаю и 4. Петля подъема. И с изнаночной стороны я буду убавлять с каждой стороны по одной петле. Первую петлю пропускаю, первая петля, вторую петлю пропускаю, вторая петля. И у меня остается 2 петли. Закрепляю и отрезаю нить. Трапеция готова. Теперь крючком меньшего размера, мне так удобней, просто прихвачу, спрячу вот эти остатки ниток для того, чтобы их впоследствии ввязать в вязание. Вот она, первая трапеция готова. Трапеция, она не одинаковая. С лицевой стороны я первую петлю провязываю, а предпоследнюю петлю убавляю. С изнаночной стороны убавляю 2 стороны. С лицевой только одну сторону убавляю, с изнаночной 2 стороны. Поэтому получается вот такая трапеция. На другой стороне, так как вязание проходило с лицевой стороны набираю 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. С 7 петли начинаю вязать. Закрепляю, провязываю вновь из этой же петли петлю. 1, 2, 6 и 7. Петля подъема, разворачиваю вязание. И с изнаночной стороны буду убавлять петли. Первую петлю пропускаю, провязываю вторую. Первая, вторая, третья, 4. Петлю пропускаю, и вот она, 5 петля. Лицевая сторона. С внутренней стороны, вот с этой стороны, петлю пропускаю. 1, 2, 3 и 4 провязываю также. С лицевой стороны пропускаю только одну петлю. Петля подъема, разворачиваю вязание и с изнаночной стороны буду убавлять с каждой стороны по одной петле. Петлю пропускаю, первая петля, петлю пропускаю, вторая петля. Закрепляю, отрезаю нить.
Трапеция готова. Точно так же закрепляю немножечко нить. Итак, у меня 2 трапеции готовы. Теперь я приступаю к вязанию задней части трапеции. Интервал между трапециями будет 6 петель. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. С 7 петли начинаю вязать закрепляющая, и из этой же петли вывязываю вновь петлю. В этом ряду мне нужно убавить 2 петли на пятки, и буду ориентироваться таким образом. Складываю пинетку пополам и смотрю примерно, до какого места мне нужно довязать. Хвостик одновременно ввязываю в вязание, пропускаю первую петлю, провязываю петлю столбиком без накида и вновь пропускаю одну петлю. Теперь вышла на другую сторону и буду ориентироваться, чтобы у меня интервал был 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот она, последняя петля. 2, 4, 6. Все правильно. Петля подъема. И с изнаночной стороны с двух сторон буду убавлять по одной петле. И тем самым я буду пропускать. Первую петлю пропускаю. Точно так же с другого края. Петлю пропускаю, провязываю последнюю. Возьму крючок меньшего размера. 2 ряда связано. Мне нужно еще 2 ряда. Лицевой и изнаночной. В каждом ряду я буду убавлять по 2 петли. С одной стороны одну и с другой стороны одну. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Задняя трапеция по окончании работы составила у меня 8 петель. Я буду обвязывать свое изделие. Теперь в работу входит вот эта первая петля, которую мы оставляли. Одновременно буду ввязывать вот эти хвостики, которые у меня остались от трапеции. Закрепляю и буду по кругу обвязывать полностью все свое изделие. Выхожу на вершину и из самой верхней петли я провяжу 2 раза из одной петли. И теперь начинаю спускаться вниз. Теперь посчитаем петли. Сколько у нас получилось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель. Это на боковинку. Обвяжу до конца. И буду ориентироваться, чтобы у меня точно так же с этой стороны оказалось 7 петель. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Вот что у меня получилось. Я обвязала полностью пинетку, заднюю часть, и оставила немножко длинненькую нить, петелечку. Я немножечко ее тяну, она мне не нужна такая длинная. И вот с этой стороны последняя петля, которая у нас осталась, подбираю свою петельку и провязываю вместе. И начинаю формировать с этого ряда петельки. Первая петля столбик без накида. Вторая петля столбик без накида, 2 воздушные петли, петлю пропускаю, столбик без накида, это будут у меня промежутки между петельками, вторая петля столбик без накида, 2 воздушные петли, петлю пропускаю и я на вершине. Также обвязываю с изнаночной стороны столбиками без накида полностью заднюю часть пинетки. Я сформировала 2 петли, первая петля и вторая петля. С другой стороны точно так же буду ориентироваться, чтобы у меня 2 последние петли были столбиками без накида. Поэтому я провяжу все основательно до конца самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Вот еще один ряд готов, сформированный с двух сторон петельки. Вновь оставила петельку немножко побольше. Теперь вязание разворачиваю лицевой стороной, нить закладываю с изнаночной стороны. И вот та первая петля, которую мы уже использовали, вот она. Я ее вновь буду использовать. Петельку, которую я немножко вытянутую оставила, провязываю вновь вместе. И буду обвязывать свое вязание уже для того, чтобы укрепить петли. Первая петля столбик без накида и вторая петля столбик без накида. В арку 2 столбика без накида, как это было. В
промежутке между петельками 2 столбика без накида, арочку 2 столбика без накида, и я вышла на вершину. И теперь я обвяжу полностью до конца заднюю часть пинетки. Посмотрите, какие петли хорошие, крепкие. Если у вас нету люверсов, петелькам ничего не случится. При натяжении шнурка растянутся таким образом, так как вы сформируете ваши петли. Я обвяжу это до конца и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, петельки с двух сторон обвязаны. Я опять вытянула петлю. И также буду использовать последнюю петлю, которую мы использовали уже. Подбираю свою петлю, немножко подтягиваю ее и вывожу ее на изнаночную сторону. Закреплять я ее не буду, мне этого достаточно. И буду я укреплять край пинетки. Буду это делать соединительными петлями. Вот таким образом, чтобы край пинетки был толще, при носке не растягивался. Это последний ряд в вязании верхней части пинетки. Вот таким образом, посмотрите. И тем самым я еще раз укрепила петли. Ничего здесь не растянется. И если у вас нет люверсов, то можно спокойно использовать без люверсов. Итак, я провяжу этот последний ряд до конца, обрежу нить и покажу вам, как я присоединяю вторую подошву. Ну вот, верх пинетки готов, я обвязала. Посмотрите, какой толстый кант теперь. Это очень здорово. Итак, мне остается один из последних этапов работы. Я беру вторую подошву. Крючком меньшего размера намечаю вот эту точку, с которой я начинала вязать. Соединяю их. Прижимаю пальцем и уже намечаю крючком 2 петли. Вот так. Теперь я буду связывать 2 подошвы соединительными петлями по лицевой стороне. Петельки будут очень свободными, для того, чтобы дать возможность подошве растянуться. Она еще новая, не растянутая. Очень свободненько буду полностью провязывать соединительными петлями. Вот получается уже платформочка. Но так как у меня еще есть вкладыш, то я провяжу не полностью до конца, а оставлю расстояние для того, чтобы вставить этот вкладыш. Я это обычно делаю по окончанию закругления. Я провяжу до закругления и покажу, как я вставляю вкладыш и провязываю до конца. Вот сделала расстояние и теперь попробую вставить мою вставочку. Очень важно, чтобы она ровненько расправилась со всех сторон. Теперь я буду потихонечку обвязывать уже 2 подошвы с вкладышем вместе. Также внимательно смотрю, чтобы каждая петля была полная, и свободненько обвязываю. Потихонечку вкладыш будет прятаться вовнутрь, вставать на место, так сказать. Вот я довяжу до конца и покажу вам следующий этап работы. У меня остались 2 хвостика. С этим хвостиком я начинала свой путь, а вот с этим хвостиком я закончила свой путь. Я эти 2 хвоста вывожу в одну сторону, вот сюда. Потом разворачиваю вязание, ищу эту точку и подбираю эти 2 хвостика вовнутрь. Вот так. Теперь аккуратно их между собой связываю, но чтобы последнюю петлю не затянуть, чтобы не деформировать. Вот второй узел уже можно плотненько сделать. И крючком распределяю внутри подошвы между внутренней подошвой и прослоечкой эти хвостики. Чтобы не так толсто было, можно сделать это в разные стороны, что я и делаю. Отрезаю остатки. И теперь мне осталось вставить люверсы. Для мастериц, которые имеют интерес, я могу это показать. Вот у меня 4 люверса. Растягиваю петельку, аккуратно вставляю вот так, видите? Беру щипцы, вот этой стороной кладу на плоскую часть, а вот с вот этой пупырышечкой как раз для того, чтобы распределить в разные стороны. Вот так получается. Металл очень мягкий, поэтому нет никакой сложности вставить люверсы. Эти люверсы у меня, которые я купила, они не дешевые, поэтому они при стирке не заржавеют. Я вставлю эти люверсы до конца и покажу вам готовую пару. Ну вот, пинетки готовы. Вставила до конца люверсы полностью. Вставила шнурок. Кому интересно, шнурок у меня около 50 сантиметров, 49, если точно. Можно чуть-чуть поменьше, 48. Ну, вот так сделала. Вот такие у меня маленькие ботиночки сиреневого цвета получились. Не захотела добавлять ничего, так как очень понравился цвет и решила его оставить вот таким, какой он есть.
Красивая пряжа, цвет очень красивый. Я желаю вам всего хорошего, здоровья, радуйте своих детей, своих внуков, радуйтесь сами от того, что вы произвели. До свидания, до следующих встреч.